Привет, мои самые дорогие друзья! Мы продолжаем снимать там, где от украинских журналистов материал не получаем. Ну, причем, есть ли сейчас украинские журналисты вообще. А материал от журналистов с другой стороны я воспринимаю скептически, потому что считаю его достаточно тенденциозным. Это мое личное мнение. Поэтому мы продолжаем там снимать. Но я еще раз подчеркиваю, что все, что вы увидите, вы услышите, ну увидите то ладно, но услышите от людей, которые находятся на территории, которая контролируется Российской Федерацией. Поэтому эти люди могут говорить не то, что думают, а может быть они говорят то, что думают. В общем, в любом случае, я думаю, здесь каждый найдет пищу для размышлений в этом видео. Это видео снято практически за 20 километров. По сути, 20 километров от Мариуполя. Обратите внимание, да, как бы на то, как оно отличается все. Вот, все, каждый сделает выводы самостоятельно. Пока. Глава поселка поехал, договорился с военными, чтобы не бомбили в связи с тем, что очень много пожилых людей. И они согласны, ну, договорились, говорят, мы вешаем белый флаг, ну, если по-простому, вы нам с флаги, чтобы только не было бомбежки, чтобы не разбомбили поселок. Все. Да, но у нас была точка У здесь прилетела, но ее сбили военные, она не взорвалась. Хвост или как-то прилетел ее. Какие украинские были. Но они до войны, они, будем говорить, за пару дней они уехали. Мы даже видели, как колоннами они шли. Ну, на Мариуполь они шли, а куда они шли, не знаю. Ну, питание было, правда, тяжело. Молоко выдавали бесплатно. Ну, получается, кто приходил, 1,5 литра наливали молоко и хлеб покупали. Ну, где-то до конца февраля было тяжело, потом начали уже магазины открываться, продукты завозили с Бердянска, потому что ближе было, Мариуполь бомбят, нигде ничего не купишь. А с Бердянска возили, со стороны Запорожской области. Конечно, дома дрожали. Да, у нас тут эхо такое, вертолеты летали. Каждый день авиация тут сильно была. Ну, в подвалах многие собирались сидеть, но потом перетерпливали в доме. Электричества не было 9 дней в поселке, потому что по теплотрассе разорвали эти эстакады. Ну, поселок как-то выживал. Что я могу сказать? Ну, выжили, но не разбомбили, слава богу. 13 тысяч населения беженцев у нас здесь, в поселке. По базам отдыха размещали. Кто-то, родственники с Мариуполя, жили у родственников, кто живет в Мелихино. Кто-то просто, у меня брат впустил людей незнакомых, впустил в дом и перешел к нам домой. Цены, конечно, были взвинчены до потолка. Мясо стоило 600 гривен килограмм. Свинина, говядина. Ну, лавирую где-то 160 до 200, все зависит от какой части тела. Сейчас рынок работает, но уже не то. Уже и продавцов меньше стало, и магазины просто пооткрывались. Плохо, что банка нет в поселке. Это только в поселок Мангуш ехать. По поводу связи. Феникс настроили нам, ну, установили вышку, но ловит очень. Через раз, будем говорить. Где ловит, где не ловит. Зимой, ну, кто рыбным промыслом занимается, ну, это местное население есть. Кто то, что за лето заработал. Ну, многие работали, конечно, на наших заводах. Вечером хорошо. Днем они на пляже, а вечером они выходят гулять. Лунопарк с 6 часов открывается.
Донецка. А у нас здесь друзья живут. И они нас в гости позвали. Кировска. Ну, вот у меня А прям я, рядом. а я не знаю. 500 Я метров уже 2 здесь- раза прилетела. Я здесь уже 6 недель. Поэтому не знаю. Ну, самое страшное, когда прилетела учительница во двор. Ну, мы тогда не были, просто... Там двум учительницам. Одной учительнице на текстильщике прилетела прямо во двор. И вот моей на вторых голубых. На вторых голубых прилетела во двор. Сначала, когда вот это все началось, это было где-то, наверное, в той стороне, на левом береге. Потом немного подобрались ближе и еще ближе. Ну а потом прилетело к нам. А это было страшно. Страшное зрелище. Мы были как раз на улице. Да. Помаши ручкой. Вообще, держись. Вот эти вояки проходили, я о них ничего плохое сказать не могу. Уважительные, обходительные, культурные. Ну, а кто они были? Записывали данные, брали паспорт, все. А кто они, россияне или ДНР, я ж не спрашивала. Ну, военные были. Ну, конечно, здесь почувствовалось. Ну, конечно, все изменилось, все стало иначе. Ну, пока что еще вообще ничего не известно. Что тут скажешь? Как есть, разные люди есть, конечно. Все привыкли жить уже, сколько лет прожили, привыкли жить при Украине. Теперь все заново, никто не знает, как все это будет. Будем смотреть. Русских, они мимо прошли и все, проехали. Тут не было их. Ну как не было, проезжали, вот машины там в центре, туда-сюда, это самое. Там были нормальные хлопцы. Ну, я не могу сказать за весь поселок. Ну, нормально, все относятся нормально. Не хамят, не грубят. Ничего. Не знаю, я таких не знаю. Олег, почему тихо? Я таких не знаю, что за Украину были. Без понятия. А раньше было нормально. Раньше было много. Берег был весь забитый. Все тут было все забито. Это сейчас что? С Донецка не проедут, с Луганска не проедут, оттуда с России тоже не проедут. Сейчас не до отдыха. У нас вот были беженцы, жили с Мариуполя. Полностью все комнаты были. Разъехали, съездили. У кого дом разбитый, у кого квартира разбита. Надо восстанавливать. Поуезжали, восстанавливают. Жили в поселке Юрьевка. Пансионат называется Ялта. Он относился к газовому хозяйству, тоже Газтрансдонбасс. Вот. Его, этот пансионат они отжали, вот, и поселились там, я не знаю сколько тысяч, они все эти 8 лет там жили, тренировались, да, стреляли, приезжали сюда на Новую Ялту в заброшенных пансионатах, проводили тренировки свои, вот. Были все в наколках, в пластике вот этой своей, да. Ну, конечно, очень неприятно было на них даже смотреть, потому что я человек советского времени. И для меня немецкий крест, это хуже нету. Они ходили все в этих крестах, черепах. Ну, противно смотреть на эту всю гадость. Я уже многим говорил, вот надо было, когда Янукович был при власти, надо было у ту сторону Украины всех заставить говорить на русском. Тогда бы я посмотрел, как бы вы себя повели. Есть в основном это пенсионеры. В основном пенсионеры почему? Потому что люди сидят постоянно под телевизором, смотрят эти каналы, и получается мозги немножко забиваются этими каналами.
А те, кто помоложе, вот, возможность есть купить тарелки. Вот у всех, у кого стоят тарелки спутниковое телевидения, все они бесплатные. То есть они смотрят РТР Россия, Россия 24, 60 минут в прямом эфире смотрим. Соловьева вечерний выпуск смотрим всегда. Очень хорошие программы, очень много специалистов там выступает. Всех знаем наизусть, кто выступает, там поименно могу даже рассказать их, кто там выступает. Очень хорошие программы, хорошо рассказывают людям ситуацию на Донбассе и в целом в мире.